Карима Бензема отстранили от тренировок. В составе Ювентуса пополнение. Рубка МЮ и Тоттенхэма. Безумное Эль Классико. Предложение для Модрича. Обо всем этом и многом другом вы узнаете в этом ролике. А перед его началом я хотел бы сказать о том, что у меня есть телеграм-канал, в котором ты найдешь актуальные новости из мира футбола, а также трансляции матчей топовых чемпионатов. Ссылку я оставлю в описании. Мадридский Реал видит признаки коррупции в деле Негрейры и намерен идти до конца. Напомню, что прокуратура обвиняет Барселону в коррупции в связи с выплатами Негрейре, который занимал пост вице-президента технического комитета судей. С 2001 по 2018 год по подсчетам прокуратуры было выплачено 7,3 миллиона евро. Как пишет Марка, у Реала очень четкая позиция в отношении дела Негрейры. Клуб намерен идти до конца в попытках добиться справедливости. Публично об этом деле Мадрид не высказывался, но в частных беседах люди из клуба говорят, что видят явные признаки спортивной коррупции. Кроме того, у Реала есть вопросы к бывшему президенту Королевской испанской футбольной федерации Луису Рубиалису. Он настаивал на том, что Негрейра не оказывал никакого влияния на решение технического комитета судей. Однако в ходе допросов судьи рассказали, что Негрейра играл важную роль во всем, что происходило в мире испанских футбольных арбитров. После вынужденного ухода Рубиалиса с поста главы Испанской Федерации футбола, Реал решил дождаться прихода нового руководителя, чтобы потребовать от него полного изменения судейской системы. У Мадрида есть подозрения как в отношении президента технического комитета судей Луиса Медина Канталеха, так и руководителя ВАР Карлоса Клоса Гомеса. Реал хочет, чтобы все судьи, у которых были малейшие контакты с Негрейрой и связанными с ним людьми, были уволены. Анхель Корреа подвергся нападению в собственном доме. 4 вооруженных преступника ворвались в дом аргентинца в Испании и потребовали отдать им все деньги и украшения. Происшествие произошло около 21 часа по местному времени в субботу. Анхель и его семья в этот момент находились дома, однако никто не пострадал. Полиция начала расследование. А еще в тот же день злоумышленники проникли в особняк нападающего Ньюкасла Жоэлинтона, пока он находился на домашнем стадионе во время ее матча в АПЛ с Ман-Сити. Об этом сообщает The Sun. По информации источника, о проникновении в дом посторонних игроку сообщила местная служба безопасности, после чего он вызвал полицию, которая приехала на место преступления. Однако к ее приезду злоумышленники покинули особняк. На текущий момент продолжается их поиск. Также подчеркивается, что во время проникновения воров в дом в нем никого не было. Полузащитник мадридского Реала Лука Модрич летом 24-го может перейти в один из клубов Саудовской Аравии, сообщает АС. По их данным, саудовские клубы не отказались от идеи приглашения хорватского полузащитника, у которого в июне 24 года истекает действующий контракт. Точная сумма нового предложения не сообщается. По данным СМИ, в 2023 году Луке предлагали соглашение в размере 300 миллионов евро за 3 года в Саудовской Аравии. Портал Трансфермаркт оценивает текущую трансферную стоимость Модрича в 10 миллионов евро. Ювентус дает Джордану Хендерсону зарплату в 26,5 раз ниже, чем в Саудовской Аравии. Ювентусу предложили взять бывшего полузащитника Ливерпуля в аренду на 18 месяцев. Контракт игрока с Аль-Итифаком истекает в 2026 году. Как пишет La Gazzetta dello Sport, Ювентус не готов платить Хендерсону сумму, близкую к той, что он получает в Саудовской Аравии. Со ссылкой на английские источники сообщается, что сейчас он получает около 40 миллионов евро в год, а Ювентус готов дать полузащитнику зарплату в размере 1,5 миллионов евро. Кроме того, в арендное соглашение хотят включить опцию досрочного прекращения сотрудничества летом 24-го. Конкуренцию Ювентусу в борьбе за игрока составит Аякс. Английские клубы не проявляют интерес к игроку. На данный момент англичанин наиболее конкретный вариант для усиления полузащиты Юве. Варианты с приглашением Пьера Эмиля Хёйберга и Калвина Филлипса становятся все менее реалистичными. А главная цель Ювентуса — Кап Мейнерс, но Аталанта не отпустит его как минимум до лета. Брентфорд планирует арендовать Серхио Регилона у Тоттенхэма. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо. Отмечается, что переговоры между сторонами уже состоялись, но окончательное решение будет за игроком.
По информации источника, в аренде футболиста заинтересованы и другие клубы, и сам Регилон будет оценивать ситуацию. В любом случае ожидается, что он покинет Тоттенхэм в январское трансферное окно. Одним из основных факторов того, почему минувшим летом руководство ПСЖ приняло решение приобрести Усмана Дембеле и Рандаля Коло Муани, является желание клуба сохранить Кильяна Мбаппе в составе французского гранда. Об этом сообщает АС. По их информации, боссы ПСЖ стараются создать максимально комфортные условия для пребывания Мбаппе в клубе. В связи с этим минувшим летом были куплены Дембеле и Коло Муани, которые являются хорошими друзьями Кильяна, а также его партнерами по сборной Франции. Подчеркивается, что проект клуба, полностью заточенный под Мбаппе, может стать причиной, из-за которой нападающий примет решение продлить контракт с парижанами. Ювентус договорился с французским Лилем о трансфере центрального защитника Тиагу Диало в туринский клуб. Об этом сообщает Фабрицио Романо. По его информации, Ювентус заплатит за Диало 3,5 миллиона евро. Кроме того, соглашение с Лилем будет предусматривать, что в случае перепродажи футболиста французский клуб получит 10% от этой сделки. Подчеркивается, что в грядущую среду португалец пройдет медобследование. В текущем сезоне футболист ни разу не появлялся на поле из-за травмы колена. Нападающий Аль-Иттихада Карим Бензема отстранен от тренировок с командой по решению главного тренера Марсело Галларда, сообщает Марка. По данным источника, Бензема должен был приехать вместе с командой на тренировочную базу, однако он этого не сделал. В связи с этим главный тренер клуба принял решение отстранить француза от тренировок с командой и не брать его в Дубай, где команда будет готовиться к возобновлению сезона. В 21-м туре английской премьер-лиги встречались Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм. В самом начале встречи на 3-й минуте Расмус Хёйлунд открыл счет в матче, выведя МЮ вперед. Вскоре на 19-й минуте Ришарлисон сравнял. Под конец первого тайма на 40-й минуте Маркус Решфорд вновь вывел красных дьяволов вперед. А в начале второй половины на 46-й Родриго Бентанкур с передачи Тима Вернера сравнял счет. Команды сыграли в ничью со счетом 2-2. После этого матча Манчестер Юнайтед набрал 32 очка за 21 встречу и поднялся на 7-е место в таблице АПЛ, а Тоттенхэм после аналогичного количества матчей в чемпионате Англии заработал 40 очков и расположился на 5-й строчке. Вчера прошел финал Суперкубка Испании, в котором встречались мадридский Реал и Барселона. В начале первого тайма на 7-й минуте Винисиус открыл счет, реализовав выход 1-1 и выведя Реал вперед. Почти сразу же на 10-й минуте Винни удвоил преимущество сливочных, оформив дубль. На 33-й минуте Роберт Левандовский великолепным ударом с лету с радиуса штрафной отыграл один мяч. Вскоре на 37-й в ворота Барселоны был назначен пенальти. Все тот же Винисиус реализовал 11-метровый и оформил хет-трик. А во втором тайме на 64-й минуте Родриго сделал счет матча разгромным, установив окончательный счет 4-1.